Доброе утро, зрители Стоп Гейм! В эфире Инфакт. 11 октября случилась удивительная аномалия. Из серости к нам одновременно всплыли 3 наследницы Disco Elysium от 3 разных команд, в составе которых есть бывшие сотрудники студии Zaum. Детали анонсов описывать не буду, а лучше сразу перейду к главному. Какая из 3 игр самая настоящая? В какой из команд работают наиболее важные творцы Zaum? Итак, Disco Elysium 2, версия 1. Ей занимается студия Longdew Games. Позиционируется проект как психогеографическое RPG с глубоким сюжетом, но пока даже названия у ролевки нет. В составе студии присутствуют неназванные бывшие творцы из Zaum, а еще из Bungie, Rockstar Games и Brave at Night. Руководителем по повествованию выступает Грант Робертс. Он, как руководитель той самой наследницы Disco Elysium, разумеется, никогда не работал в Zaum, а до Longdew был одним из ведущих сценарных специалистов в Sweet Baby Inc., Splash Damage, Rocksteady, времен Suicide Squad и Bungie. Disco Elysium 2, версия 2. Авторы Dark Mass Games. Эти ребята делают детективную RPG XXX Night Shift. Она тоже заявляется как наследница Disco Elysium, но в научно-фантастическом сеттинге на курорте в Антарктиде. Dark Mass Games состоит из 20 человек, примерно половина из них раньше действительно работала в Zaum. В отличие от предыдущей команды, тут руководитель приложил руку к оригинальному проекту. Сооснователем студии и художественным руководителем XXX Night Shift выступает Тимо Альберт. Он был художником и моушн-дизайнером Disco Elysium, то есть отвечал за то, как анимирован интерфейс. Ну и третий анонс, тоже от разработчиков-ветеранов, тоже... не духовная наследница Disco Elysium. Разрабы даже студии себя не называют. Summer Eternal — целый арт-коллектив. Zaum поступали также в первые годы жизни. Summer Eternal — единственная, кто не грозится выпустить наследницу Disco Elysium. При этом из всех 3 именно она предлагает самый солидный список создателей проекта-вдохновителя. В анонсе мало рассказали про игру. Это полностью свежая и оригинальная RPG с высочайшим калибром литературного качества, где принципиально не применяются современные нейросетевые технологии. Больше всего пишут про ценности студии. У нее есть манифест, где заявляется, что Summer Eternal хочет стать по-настоящему независимой командой, которой владеют сотрудники и игроки, и которая ставит творческое видение превыше личного комфорта, прибыльности, краткосрочных интересов и денежных пузырей больших технологических компаний. Проблема этих 3 анонсов заключается в том, что ни к одному из них не причастны те самые авторы Disco Elysium. Они сидят в 4-й студии, которая называется Red Info. Информации о ней мало, но поклонники подозревают, что Red Info уже получила инвестиции от корпорации Tencent. Но ведь есть еще 5-я Disco Elysium. Ребята, хватит Disco Elysium. Свою RPG делают и остатки самой Zaum, но внутри нее все не слава богу, поэтому остается только удачи ребятам пожелать. Анонсирован новый набор ремастеров Лары Крофт. Теперь Aspyr собирается выкатить Tomb Raider 4 The Last Revelation, Tomb Raider Chronicles и Tomb Raider The Angel of Darkness. В обновленных версиях ожидаются такие нововведения. Обновленный графон, неожиданно, да? Возможность переключаться между оригинальным внешним видом и новым, полоски здоровья у боссов, фоторежим, какие-то мрачные секреты и 150 достижений для любителей накопить очки в Xbox Live. Эти Tomb Raider выйдут 14 февраля следующего года на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Заявлена полная русская локализация. Предзаказ уже открыт. В магазине Valve игру отдают за 990 рублей. После релиза ценник вырастет до 1100 рублей. Команда Atlus похвалилась, что тираж Метафор ReFantazio уже превысил 1 миллион копий. Это в день релиза произошло, если что. В озвученное число вошли как реализованные по всему миру цифровые копии, так и отгруженные в магазины версии на носителях. Похоже, перед нами новая, самая быстро продаваемая игра Atlus. Ранее этот титул носила Persona 3 Reload. Она разошлась миллионным тиражом чуть быстрее, чем за неделю. Если интересно глянуть геймплей, на нашем лайв-канале лежит запись стрима этого аниме, а на сайте целое превью демо-версии. Издательство Team 17 и разработчики из Sassy Chap Games готовят игру, где можно
флиртовать с комодами, лампами и прочими предметами. Этот странный симулятор свиданий называется Date Everything, и его релиз переехал на День всех влюбленных, то есть на 4 месяца позже изначальной даты. У Date Everything довольно говорящее название. Пользователям действительно предстоит заводить отношения с хуманизированными предметами вроде холодильника, глобуса и даже резиновой уточки, которая не скупится на крепкие словечки. Важно отметить, что в игре можно не только завести дружбу или найти любовь, но и нажить себе врагов. Valve обновила работу корзины в своем магазине Steam. Теперь перед покупкой пользователей предупреждают, что они платят лишь за лицензию на использование игры. Они получают безвременное право на владение оной. Как заметили в Eurogamer, Valve добавила предупреждение на страницу покупок вскоре после того, как губернатор штата Калифорния подписал закон AB 2426. Согласно тексту документа, магазины обязаны точно указывать характер приобретения цифровых товаров. То есть нельзя написать «купить товар», если это означает что-то, кроме безвременного права собственности. Поэтому, в соответствии с лицензионным соглашением Steam, появилось примечание, что игроки приобретают лишь право использовать игру. То есть остаются условия, при которых игру из библиотеки могут изъять. На фоне новых изменений администрация магазина GOG подколола Steam и другие торговые площадки, предложив подписывать корзину в своем магазе фразой «Покупка цифрового продукта на GOG дает вам его оффлайн-установщик, который нельзя у вас отнять». Ну тролли. Ubisoft анонсировала обновленную Splinter Cell еще в 2021 году. С тех пор студия вляпалась в несколько кризисных ситуаций, из-за чего начали поговаривать об отмене ремейка. Однако источники издания Insider Gaming сообщили, что с проектом все в порядке. Сейчас игра скрывается под названием North. Ее разрабатывают на движке Snowdrop в Ubisoft Торонто. Источники издания предполагают, что релиз может состояться в 2026 году, однако дата все еще не утверждена. В начале октября на сайте Games Radar вышло интервью с дизайн-директором Starfield Эмилем Пальяруло. Некоторые читатели приняли материал в штыки. Ответы звучали так, будто руководитель нескромно так себя нахваливал. Его потрясающее «Starfield — это наша лучшая игра во многих отношениях» вы, возможно, даже где-то слышали. В соцсети Пальяруло объяснил, почему его слова могли прозвучать чересчур позитивно. Отвечая на комментарии пользователей, разработчик заверил, что он искренне любит Starfield и не пытался обесценить отрицательные впечатления игроков. Говорит, оптимизм и увлеченность — обычное дело для интервью, а я по своей натуре достаточно оптимистичен и легко увлекаюсь, говоря об играх. Тем не менее, мой оптимизм ни в коем случае не был выпадом в сторону недовольных игроков. Это так не работает. Потом он зачем-то расхвалил DLC Shattered Space, как бы подтверждая свои слова о чрезмерном оптимизме по отношению к результатам работы своей команды, а после этого заверил, что компания не пропускает критику мимо ушей и старается на нее реагировать. Пусть это и происходит медленнее, чем хотелось бы геймерам. Настолько прислушиваются к критике, что полностью игнорируют слона в комнате. Да. Если думаете, что Concord побила все мыслимые и немыслимые антирекорды запуска игры, кажется, Sony решила зафиксировать прибыль. По информации портала True Trophies, облагороженная Until Dawn стала одним из худших релизов Sony. На PlayStation 5 в переиздании сыграли на 28,5% меньше игроков, чем в провальную Concord. Эта цифра основана на анализе более 3 миллионов аккаунтов PSN. Сравнение проводилось не только с неудачными проектами, но и с успешными. К примеру, ремастер The Last of Us Part 2 привлек почти в 2 раза больше аудитории. На ПК тем временем дела обстоят не сильно лучше. На пике онлайна в Steam-версии Until Dawn находилось всего чуть больше 2500 одновременных игроков. Ну, тут хотя бы не 600 человек. Если хотите узнавать все эти новости первым, то скорее переходите на наш сайт, их аисто-новостники туда приносят тоннами. Еще на stopgame.ru вышла редакционная статья про игры, в которые играют авторы. Ее тоже оцените обязательно. Не забудьте про лайк и хорошего вам понедельника. Пока!